Повседневная пиратская жизнь на море совершенно не похожа на приключения, которые описываются в книгах и кинофильмах. Пиратская жизнь — это прежде всего тяжелая и опасная работа. Главная особенность пиратского корабля — это тяжелый запах, нечто среднее между запахом гниющей рыбы и человеческого пота. Если на открытой палубе этот запах еще как-то можно было переносить, то в душных, непроветриваемых трюмах и кубриках от него можно было сойти с ума. Каждый уголок парусного судна был приспособлен для морского путешествия. При этом все предметы не валялись как попало. У каждого было строго отведенное место, и каждый предмет или груз тщательно закреплялся, чтобы избежать его перемещения или потери во время качки. Особенно опасно было для корабля, когда его груз начинал хаотично перемещаться в трюме или по палубе, корабль начинал раскачиваться и мог перевернуться. В самой нижней части корабельного корпуса, у основания киля, размещался балласт, состоящий из камней или щебня. Балласт позволял кораблю сохранять нормальное положение при сильном боковом крене точно так же, как сохраняет свое положение игрушка Ванька-встанька. Даже когда волны заливали палубу, корабль возвращался в вертикальное положение благодаря балласту. Трюм служил для хранения груза и корабельных припасов. Несмотря на все ухищрения моряков, в трюме всегда скапливалась вода. Щели между обшивкой бортов законопачивались смолёной паклей и другими материалами, но вода всегда находила место, через которое начинала поступать в трюм, будь это открытый люк палубы или пробоина. На протяжении всего плавания команда корабля была вынуждена бороться с водой в трюме, постоянно ремонтируя борта и откачивая воду. Морская вода, скапливаясь на дне трюма, начинала гнить и усиливала зловоние на корабле. К тому же в ней начинали появляться различные микроорганизмы, которые усиливали гниение деревянных конструкций корабля. Для борьбы с водой в трюме на кораблях всегда были специальные трюмные насосы с ручным приводом. С их помощью команда круглосуточно откачивала воду, но она продолжала пребывать, и эта борьба продолжалась на протяжении всего плавания, не прекращаясь ни на секунду. Во время самых жестоких штормов борьба с водой в трюме была одним из главных направлений в борьбе за живучесть корабля. Работать в грязном, темном трюме по колено в зловонной жиже на кораблях считалось самой тяжелой работой. Поэтому на работу к насосам чаще всего направляли в качестве наказания за различные проступки. Моряков, которые работали на насосах, называли трюмными крысами или биглями. Часто бунты на кораблях поднимали именно бигли, работающие без присмотра офицеров и озлобленные на корабельные порядки. Компанию биглям в трюме составляли и безбилетные пассажиры кораблей — крысы, блохи, пауки и скорпионы. Тропические насекомые и животные, едва попав на корабль, начинали интенсивно размножаться, и обычно к концу многодневного путешествия из Америки в Европу трюмы просто кишели самыми различными тварями, которые жрали груз, корпус корабля и друг друга. Забиваясь в самые узкие щели корпуса, в тюки парусины и канатные ящики, насекомые и крысы начинали планомерное и неумолимое уничтожение корабля. Крысы прежде всего добирались до корабельных запасов муки и зерна, а затем начинали грызть паруса, древесину, канаты. Нередко крысы нападали на людей, пассажиров и членов команды. Разумеется, команда боролась с крысиным кошмаром как могла. В ход шли и традиционные способы — охота и кошки, так и экзотические, вроде крысиного короля, когда крысу морили голодом и затем приучали есть себе подобных. Известно, что во время плавания в Европу на одном испанском галеоне было уничтожено 4000 крыс. Свежие фрукты в изобилии наполняли корабельные запасы в начале путешествия. Но вместе с ними на борт попадали и различные тропические насекомые и пауки, а также скорпионы. Вскоре после отплытия фрукты начинали гнить, и запах гниения делал и без того тяжелый воздух на корабле просто невыносимым. К тому же высохшие листья увеличивали вероятность возникновения пожара на корабле, наиболее опасному происшествию из всего, что могло случиться во время плавания. При очистке трюмов немало моряков погибали от укусов ядовитых паразитов, а их личинки планомерно разрушали деревянные конструкции кораблей. На кораблях единственным источником свежего мяса были домашние животные. Разумеется, корабельное стадо было небольшим, и мяса хватало только на офицерский стол. Пираты не признавали разделения, и поэтому все мясо поровну делилось между всеми членами команды. Большая часть моряков питалась сухими галетами и вяленым мясом, говядиной, свининой или кониной. Обычная суточная порция еды моряка состояла из 700 граммов галет и 250 граммов сушеного мяса,
и это на весь день, на 16 часов изнурительной работы. Пресная вода также была дефицитом. На человека выделялось приблизительно по литру в день. При этом вода уже через несколько дней плавания протухала и кишела микробами, поэтому кишечные были распространены на кораблях повсеместно. К слову, туалета на кораблях не было, были лишь пара досок, переброшенных с кормы в море с круглыми отверстиями. Именно отсюда и пошла традиция обозначения отхожих мест знаком 00. Но вернемся к воде. Чтобы хоть как-то избежать заражения, в воду добавляли спиртное, которое к тому же перебивало гнилостный вкус и запах. Именно поэтому на кораблях всегда был запас меда, пива и рома, самого крепкого спиртного напитка. Ежедневное потребление рома способствовало уничтожению микробов, но также приводило и к беспробудному пьянству среди моряков. Фактически моряки пили пиво и рома больше, чем простой воды. В целом жизнь на море была совершенно неромантична и тяжела. Что же заставляло людей вновь и вновь отправляться в плавание? Ответ достаточно просторечный. Многие становились моряками по принуждению, попав в лапы вербовщиков в пьяном угаре. Кого-то приводили на корабли силой. Другие шли на суда, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления. А для некоторых морская жизнь была более легка, чем жизнь на суше. Очевидно лишь одно — романтиков среди моряков было ничтожно мало. И пиратство было отдушиной для всех, кто волею судьбы оказался на море, в невыносимых условиях. Меню пиратов нельзя было назвать изысканным. Вода на кораблях чаще всего была грязной и затухшей, мясо и рыба под беспощадным южным солнцем мгновенно портились, а мука и галеты кишели насекомыми. Во время плаваний пираты жили впроголодь, и нередко после успешного захвата торгового корабля первым делом люди бросались к продовольственным трюмам в надежде разжиться свежими продуктами и ромом. Вот перечень наиболее распространенных запасов, которые находились на борту пиратского корабля. Солонина, соленая рыба, сыр, бочки с пресной водой, засоренные насекомыми мука и рис, плоды хлебного дерева. Дикие яблоки помогали пиратам избавиться от анемии. Манго, бананы, копченое мясо, скоропортящие продукты, мясо, рыба крепко просаливались и затем хранились в пивном рассоле, который хоть немного, но предохранял продукты от гниения. Вино, бренди, романы. Ром пили не только в чистом виде, но и делали из него известный коктейль «Удар дьявола». Ром смешивался с бренди, чаем, соком лайма или лимона и сдабривался различными специями, корицей, гвоздикой, сушеными травами. Этот напиток не только валил с ног самых крепких пиратов, но и был своеобразным обезболивающим средством, применяемым судовыми врачами. Лайм и лимон помогали морякам избежать цинги и рахита. На корабле отдельные каюты принадлежали лишь капитану и самым высшим офицерам. Остальная команда отдыхала в любом подходящем для сна месте, от палубы до трюма. На кораблях также не было туалетов. Моряки справляли нужду на специальной доске с отверстием, сброшенной с кормы корабля, которая называлась гальден, откуда пошло название гальюн. Так как пища была очень низкого качества, а вода прелой, то кишечные заболевания на кораблях были очень распространены, поэтому гальюн приходилось делать с несколькими, чаще всего 2 отверстиями. Поэтому традицией стало обозначать отхожие места на кораблях 2 нолями. Жизнь на корабле тыла тяжела и однообразна. Поэтому моряки часто пели песни, ритм которых соответствовал ритму выполняемой работы. Многие из этих песен сохранились до сих пор. Если жизнь на кораблях была столь тяжела, возникает вопрос, почему люди шли в море? Ответ достаточно прост. Моряками часто становились по принуждению. Нередко людей похищали, подпоив снотворным, и человек приходил в себя только в открытом море. Другие бежали на корабли сами, в надежде избежать наказания за совершенные ими преступления. А кому-то морская жизнь позволяла избежать мрачной повседневной рутины. Хотя нередко, когда чаша терпения людей переполнялась, на кораблях поднимались бунты, и моряки становились пиратами. Пираты издавна привлекали внимание людей. Про них писали книги, снимали фильмы, а в прошлые века их принимали на службу короли. И хоть пиратство — это серьезное уголовное преступление с давних времен, они — часть человеческой истории. Появление и развитие пиратства. Само происхождение слова «пират» говорит о многом. От греческого это «разбойник». Именно во времена Древней Греции пиратство Средиземноморья представляло огромную опасность для торговли. Часто сама грань между торговцами и пиратами была очень узкой. Вчерашние купцы, обеднев или попав в немилость правителей, могли стать грабителями.
Те же финикийцы славились своими нападениями и грабежами, а не только торговлей. Но древнее пиратство имело одно важное отличие от известного нам более позднего. Грабители нападали не только на флот, но и на прибрежные города и поселения. О древних пиратах мы знаем от античных авторов, например, от Гомера или Овидия. Самыми известными в Средиземноморье были киликийские пираты. Они имели более чем 1000-ную армию, базы на островах, и даже правители Боспорского царства подписывали с ними договоры, чтобы воевать с Римом. Многие известные деятели страдали от пиратов. Гай Юлий Цезарь и вовсе был их пленником. Знаменитый полководец Помпей вошел в историю как борец со средиземноморским пиратством, мешавшему римской торговле. Пираты в средние века, очередной бум пиратства случился в XVI веке. После великих географических открытий в Европу со всех концов света прибывали товары, специи, золото, драгоценности, ткани. Неудивительно, что возникали группы людей, желающие получить легкое богатство, ограбив купцов. В истории и вовсе существует понятие «золотой век пиратства», охватывающий период с середины XVII по середину XVIII века. Территория пиратства существенно расширилась, теперь в их распоряжении были океаны и связанные с ними моря на других континентах, например, Карибское. В зависимости от территории своей деятельности, каждая группа пиратов имела свое название — берберские у берегов Северной Африки. Ликедилеры — Балтийское море, вероятно, потомки викингов. Флибустьеры и буканиры — побережье двух Америк. Клефты — греческие пираты, нападавшие на турецкие суда. Вокоу — японские пираты, нападавшие на корабли из стран Южной и Восточной Азии. Ушкуйники — пираты на Волге. Главный способ атаки в средние века — это абордаж. Мобильное судно пиратов в открытом море догоняет торговый корабль, приближается к нему, забрасывает крюки и тросы, а спустя некоторое время пираты уже на вражеском корабле с добычей и пленниками. Пиратские правила и традиции. Все знают, что главный напиток пиратов — ром. Это связано не только с алкоголизмом, но и тем, что в те времена ром был единственным напитком на кораблях. Он был источником влаги, не портился, не распространял. Ну а пиратам он еще и добавлял храбрости в минуты захвата судов. Каждый пират обязан был соблюдать своего рода кодекс чести, уважать товарища, не прятаться во время боя, не воровать у коллег. За нарушение могли либо высадить на острове с пистолетом и бутылкой рома, либо и вовсе казнить. Когда пиратство становилось отдельной социальной группой, у них возникали законы, уклады и социальная иерархия. Вскоре возникла идея собственного флага. Стали использовать красный цвет, на котором символы смерти, чаще всего череп. Этот флаг получил название «Веселый Роджер». Естественно, в открытом море использовали другой флаг, а Роджера поднимали только во время штурма суден, чтобы вызвать страх и панику. Мифы о пиратах своих пленных пираты сбрасывали с доски в море. Ни в одном источнике до XVIII века об этом не упоминается. Эту историю стали добавлять писатели XIX века для большей драматичности. Самый яркий пример — книга Говарда Пайла «Хождение по доске», вышедшая в 1887. Сокровища пираты зарывали в землю на островах. Часто пираты жили от грабежа до грабежа. Получая награбленное, они отправлялись в ближайший порт, чтобы потратить все на развлечения и алкоголь. Часто они угощали всех посетителей трактира, а иногда и вовсе ставили бочку с алкоголем на улице, предлагая выпить прохожим. Кроме того, у пиратов просто не было возможности хранить где-то свои сбережения. Несомненно, были случаи, когда они прятали награбленное, но это было редкостью. Пираты жили сегодняшним днем.